Ну что, давай начнем тогда с истоков и с Давай. вопроса о том, а как вообще так случилось, что идея открыть частный детский садик необычного формата, Да. в котором очень много свободы, стал такой большой идеей, что превратилась в мечту, достойной того, чтобы ты себя ею посвятила. Как так случилось? Честно, вопрос, он такой мечтательный. Ну, мечтательно получилось. Я мечтала просто очень много, думала о том, чем хочу заниматься, что выйдет из моей организаторской деятельности. Вот, у меня есть дочка, и я бы хотела, мечтала для нее сделать такое большое дело и заодно привлечь таких же родителей. И, ам, и вот из этого вышла мечта детский садик. Мгм. А Вот. как так получилось, что ты прям настолько этой мечтой увлеклась? Ты же достаточно много времени этому посвятила, целых 8 месяцев. От начала того, как ты пришла в инкубатор, до открытия, это ты полностью занималась своей мечтой. Ну, так, я просто следовала знакам. И М. инкубатор тоже для меня был таким абсолютно случайным открытием, знаковым. И вот это стало, наверное, такой точкой невозврата. Когда я уже поняла, что я занимаюсь этим очень серьезно, что, ну да, что Вдруг поняла, что это все столько, серьезно. да, столько надо делать, столько, ну, и все это мне под силу. Ну, вот это самое главное. А вот был же какой-то момент, когда ты сначала мечтаешь, а потом все-таки ты начинаешь действовать. Вот что послужило тем пусковым механизмом, скажем Да, так, да. от мечты к действию? Вот он был. Одно из того, что я ловила знаки. Мгм. Ну вот это просто фантастика, но они меня преследовали везде. Я везде видела все про детский садик, мне везде люди попадались, те, кто связаны с этим. Мне попадались разные подсказки, разные э, толчки даже. Даже Мгм. я понимала, что Вселенная меня толкает, просто пинает. И, ну, делай, делай, делай. И я вот не могла просто не делать. А была какая-то ситуация или какой-то один конкретный самый главный пинок, после которого ты приняла решение, все, я точно начинаю делать? Да, одна из таких вот подсказок, которые мне постоянно попадались, мне площадка, ну вот этот дом, где у нас детский садик, они мне сами написали. Я очень хотела здесь делать его, но не успела. Его арендовали. И вот Мгм. в один день я думала о садике, и мне написала сама хозяйка. И вот я поняла, что, ну, вот это знак, ну, вот знаковей просто не бывает. И я словила это, и я ждала себе обещания после инкубатора мечты, что если я еще раз встречу вот эту возможность, я ее не упущу, Мгм. я сделаю. И вот я вспоминала все эти слова свои, все обещания, ну, все вообще, и просто поняла, что вот, сейчас да, и все. И в этот же день я сказала да. М. Ну, да. Хорошо, скажи, а вот как ты думаешь, задача есть какая-то у человека, какая-то самая главная, у которого тоже есть мечта, Да. но он медлит? Он пока не делает, может быть, чего-то боится. Вот какая для него лично самая главная задача, основываясь на твоем Мгм. опыте? Самая главная задача — это понять для себя и принять тот факт, что ам, если я не сделаю это, то я буду думать об этом всю свою жизнь. Ну, просто вот очень долго. Мгм. И когда я пойму, что я этого не сделал, но мог, а, ну, тут уже не будет вариантов вернуться назад и вот произносить опять эти слова. Вот у меня была идея, я хотел сделать, но не сделал. Ну, это просто представить себя на пенсии, и как ты это говоришь, ну, это все грусть, печаль. Ну, не может быть этого. А вот другое дело взять и сделать, и уже смотреть, разворачивать все эти события. Это так, ну, как такую, не знаю, как киндер-сюрприз открываешь, что-то новенькое, и вот это приносит новые обороты, новые знакомства, новых людей, дети. Ну, все это очень такое
интересное. Очень захватывающе, волнительно, но оно, в общем-то, того стоит. Мгм. А чего ты больше всего боялась или в чем ты больше всего сомневалась вот в тот момент, когда ты только начинала свой путь к мечте? Мгм. Ой, ну страхов и боязней в голове достаточно. Это, а, ну, можно сказать даже, что хлебом не корми мечтателей, дай сначала намечтать, а потом находить тысячу вариантов, почему я это не сделаю. Ну, это просто, это, наверное, у каждого человека в голове Так вот, а какие сидит. были твои, Страхи? да, чего ты боялась, Ой, в чем ты много, сомневалась? миллион страхов. Вот что не потяну, что денег ну, на это там не найду, что это все гигантские деньги, что это ответственность, ну, что команда, где она моя команда, ну, то есть вот всего вот этого я боялась. А Ну, страхи были. Я вот прямо, ну, скажу, что страх взять ответственность на себя, вот это самое тяжелое. Это самый большой страх был, да? Ну да, такое решиться. Решиться взять Да, ответственность. да. А ответственность за что? Ну, ответственность за дело, за которое берешься. То есть Мгм. тут с большего ответственность взять на себя всю вот эту ответственность. Это же все. Тут не скажешь, за что конкретно. Ну, там, за дом, за кустик, за детей. Ну, это дети, они очень такие свободные, они настолько самостоятельные и все могут уже с рождения, что, ну, меньше всего за них боишься. Боишься просто сделать что-то новое. Вот это страшно. А что ж ты делала такое, Да. какой путь ты нашла, Да. чтобы этот страх и все остальные миллион Да. все-таки, чтобы они замолчали, чтобы их перебороть? А я просто уже надоела своему мужу. И он настолько, ну, сам загорелся этой идеей, что когда мы начали уже, ну, вот это может сбыться, и я уже даю такая попятную, думаю, так, сейчас подумаю, ну ты же хотела, ну, это то, чего ты хотела, и тут ты уже как бы назад. И Ага. он очень загорелся тоже, он очень оказался сильнейшим помощником во всем в этом деле. И тут с большего пока что его заслуга. Он очень много делает, он просто настолько этим зажегся, что ну, хорошая команда вышла неожиданно. Потому что Ага. я не думала даже, что может быть вот настолько. А изначально он такого интереса не проявлял, Ну, у него получается. когда-то был интерес вот летом, но все равно много своих дел. Вот. Сейчас он отложил все дела, и вот он понял, что вот помощь нужна, и все делал. То Вообще, есть ты просто работал. достала его своими сомнениями, а Ну, у него-то были на них да, ответы, да? да, 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 Поэтому он да, решил, что да. пора уже. Его уверенность меня тоже А подпитала. вот этот страх неудачи, который есть практически у всех людей, которые хотят либо за мечтой следовать, либо вообще в принципе поменять свою жизнь. Мгм. Вот что с ним, у тебя он был вообще, что с ним делать? Как ты бы Ну, я ответила? помню, вот на инкубаторе у нас было такое занятие, когда что самое страшное, что произойдет самое страшное, если вот ты рассказала об этой технике. И вот я сидела и в голове себе прокручивала, что самое страшное, если я этого, ну, если не получится. Что самое страшное, если то. Что самое страшное, если это. Ну, и, в общем, это не такие уж вселенские страхи, как вот себе рисуешь обычно. Последствия не такие большие получаются, когда ты логически над ними думаешь, да, Да, чем да, когда ты да, их просто да, себе рисуешь. да, да. И есть еще такая интересная теория о том, что есть два вида страха, которые преследуют людей. Две категории. Первый — это страх, который заставляет тебя жить, который тебя заставляет стремиться и делать то, что ты действительно хочешь. Ну вот это как то, что ты говорила, если я до пенсии доживу и пойму, что я ничего не сделала, это же ужас, как страшно, да? Тогда я, Ну да. подстегиваемая этим страхом, бегу куда-то и что-то делаю. И есть страх, который заставляет оставаться на месте, потому что он состоит из миллионов мыслей о том, что а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг.
И вот вся жизнь это в борьбе между двумя этими страхами. Вот сейчас в этой борьбе ты где? И какую ты для себя внутренне выбрала стратегию борьбы с вот какого-то баланса между ними? Ну, я пытаюсь быть в спокойствии. Ну, что бы вот ни случилось, я понимаю, что я занимаюсь уже своим делом, которое мечтала, хотела, ну и мне нравится. Я понимаю, что я только начинаю, и ну, впереди меня ждет что-то очень интересное. Ну, и всегда вот все, что я не делаю, оно как-то оборачивается необычно. Ну, как-то, ну, в продолжение в любом случае у меня будет хорошее. Да. И мне просто еще был знаковый такой звонок от мамы. Это где-то после Нового года. Она звонит мне и говорит: Таня, ну, вот она в меня верит очень. И говорит: Таня, у тебя этот год знаковый. Там кот пришел, это тоже какой-то знак, наверное. Он пришел Их прямо под нашу дверь. Очень много котов здесь вообще, вот поэтому... И тоже слушает, о чем мы разговариваем, очень внимательно. Да. Вот. Мама позвонила. Да, позвонила мама и сказала, что Таня, это твой год. Вот ты в этом году делай вот все, что задумала, делай. Ну и это тоже, мама один из таких мотиваторов моих. Я нашла людей, в которых есть поддержка. И как бы вот эти слова мамы, они настолько в меня запали, а потом вот пришел этот дом, и вот все вот так вот сложилось, оно просто вот как такое, я не знаю, как что складывается, как домино, вот так вот все просто поскладывалось, и раз, и все. Что изменилось в тебе за это время, и как происходили изменения, какие они были? Поменялось много установок. Хоть я всегда и мыслила позитивно, но страхи были, и очень много сомнений, постоянных вот этих вот, сделать что-то вот так физически, это очень сложно. Вот. Я поменяла эти установки. Если раньше я боялась говорить о своей мечте, то после инкубатора я перестала этого бояться. Я поменяла себе установку, у Вселенной добрые уши, и вот Вселенная, она помогает мне. Ну, и так и есть. Ну, все это звучит как-то так сектантски, да? Но так и есть. Оно все направляет тебя, когда ты в хорошем настрое двигаешься, думаешь об этом, и хоть немножко на шажочек что-то делаешь. Даже небольшой. Даже одна мысль, что как бы посмотреть даже ту же аренду, даже посмотреть какой-то вебинар обучающий для детей, даже там, хоть что-то подумать, уже есть результат. Дети приходят, им очень нравится. Они просто... Вот я, когда смотрю на детей, я понимаю, что вот это то, что я хотела сделать. Они приходят просто вот так, руки все, и вот так идут дети, даже самые маленькие. Потому что здесь как дома, здесь как вот какой-то домик гномиков. Это то, что я хотела. Самое большое изменение, которое в тебе произошло, как ты думаешь, за это время? Самая крупная перемена твоя личностная? Одна из перемен о том, что, понять и принять то, что это уже есть. В моей жизни уже моя мечта, вот она. Она есть. Принять свою мечту, да? Да, принять мечту. Да, это очень так, это очень много. Это очень объемно, это очень так, я бы даже сказала, что... Я не знаю, как это описать, но вот это ощущение постоянно щекочущее, и сердце, которое колотится, да, постоянно, вот. И ты понимаешь, что, вот я это сейчас сделала, сейчас продолжаю дальше мечтать, визуализировать много деток в саду, вот. А следующая мечта у тебя какая? Открыть следующий детский садик. Это вот следующий
план мечта, но открыть большой садик. Мгм. Вот. А есть еще какая-то мечта за этим, более крупная? Ну да, да. Я хочу сеть Сеть садов. детских садов. Да. Хочу, ну и очень много таких семейных мечт. Я хотела бы с семьей очень много где побывать, попутешествовать. Это все, ну, я обо всем об этом А мечтала. что нам может помочь реализовать свою творческую энергию, которая у нас у всех есть в виде мечты, и стать тем, кем мы действительно хотим стать? Ну, нам может помочь э, образ мыслей. Ну, если вы боитесь чего-то, да, ну, если кто-то боится чего-то, если ты боишься чего-то, то просто меняй в голове вот эту установку, работай над собой, окружение. Очень много. Это окружение от веры в тебя, от веры в себя самого. Вот. В чем состояла самая важная помощь для тебя инкубатора? Ну, инкубатор определенно мне помощь очень большую оказал, потому что я проработала очень много чего в голове. Самая большая, одна из того, что это вера. Вот вера людей, мечтателей и ну вот работа с установками. Мгм. Это очень много, очень много. И даже вот какие-то, вот то, что мы записывали в книгу, что я это сделаю, ну вот само, вот мне просто вот от этого, я когда вспоминала, что я вот это записала, и неужели я могу теперь сказать, ну нет? То есть у нас Да, была большая книга, в которой да, все записывали, что они обязуются сделать для да, реализации своей да, мечты. да. Тебе вот это запомнилось, да? Да, да. Ну и плюс тот объем работы, что мы сделали, что я там ну, провела каждую субботу, каждого там еженедельно, я понимала, что столько сделав, ну, у меня просто вот нету шанса не делать. Ага. Вот. Это просто очень много. И, ну, да, вот я подведу итог, да, установки, потом общение, вот с тобой, Алена, ну, в группе, это все, ну, все очень много было. Вот я когда думаю вообще о помощи тем людям, которые хотят как-то изменить свою жизнь, и особенно у тех, у кого есть идеи, связанные с вроде открытием какого-то своего дела, вот как это у тебя и там у других, у меня теперь стоит дилемма. Открытие дела – это всегда знание бизнеса, и это дает обычный инкубатор, стартап-школы и так далее, да, куда приходят люди. И вторая часть – это работа с мотивацией, работа с установками, работа с мечтой, с тем, чему очень мало, допустим, в обычных инкубаторах, в стартап-школах уделяют внимание. Вот ты сейчас уже открыла свой детский садик. Там есть бизнес-часть, и там есть часть, которая зависит от тебя, твоей установки, твоя мотивация. Как бы ты, если это вот есть 100%, да, как бы ты разделила, сколько процентов важности отдается на знание бизнес-процессов и обучение им, и сколько на работе с самим собой? Ну, я бы разделила, конечно, таким образом, что, ну, экономическая часть, это все решаемо, это все знают люди, бухгалтер, там, юрист и, ну, просчеты, да. Это все не так сложно, как работать с собой, работать с мотивацией, именно с целью, с мечтой, понять себя, поменять что-то в себе, понять, что надо поменять и чего мне внутренне не хватает для решительности. Ну, 90% я отдам на это, потому что ни одна бизнес-школа, ни одно там обучение, у меня экономический университет, да. Вот. Это я, кстати, первый раз услышала. За плечами экономическое образование. Ну, экономист-туризм. Турист. Но все равно. Да. Ну, то есть у меня такая творческая тоже там есть часть. Ну, это все не настолько меня бы подстегнуло. Зная всю экономику, вообще всю мировую, зная все математические процессы, ну, ничего из этого не помогает.
ты можешь это все знать, но внутри ты не понимаешь, что тебе мешает сделать. И боятся что-то делать, да, Да, со всеми да, этими да. знаниями. Просто жить с вот этим страхом того, что, ну что, чего об этом мечтать? У меня все равно не получится. Ну, нет, ну как бы это очень много работать с этим. Мгм. Расскажи о каком-нибудь тогда самом важном моменте, который у тебя случился за время, вот, которое ты провела в инкубаторе. Неважно, это занятие, это общение с людьми. Вот был какой-то самый важный момент, который в тебе что-то изменил во всем том, что происходило? Ну, очень такой, очень запоминающийся момент. Я вот его вспоминала потом очень долго, когда у нас была презентация, защита, выпускной. И ко мне подошла девушка, она TED Минск организует. Инна Корней. Да, да, Инна Корней. Она подошла ко мне и говорит: вот ты знаешь, я тебе верю, у тебя получится. И я просто вот этим, вот это чувство, я его запомнила, и мне это было очень приятно, и я понимала, что вот всю работу, что мы проделали, все, что было сделано, все это сделано, для того, чтобы все-таки сделать это, все-таки получить, чтобы это получилось. Вот. А вот даже интересно, для того, чтобы человек подошел к тебе и сказал: я в тебя верю, это нужно, чтобы ты действительно так говорила, что аж люди в зале верили. Да. А что за этим стоит? Вот что для этого нужно, чтобы тебе так прям поверили? Для этого надо работать. Для этого нужен был инкубатор. И без этого, просто это все сложилось в одно, и в итоге это вышло все. И вот этот выпускной, он был таким вот значимым, таким запоминающимся, очень. И я когда потом вот эти слова, и это вот просто все. Это кажется, вот она точка, все, дальше новая история. Я уже не могу этого не делать. Так, под конец спрошу тебя. Каким образом любой человек, на твой взгляд, может реализовать свои самые невероятные творческие идеи и мечты? Первое — это мечтая. Мечтая, и второе — делая что-то для мечты. Не жить в ожидании, просто делать что-то. Каждый день сделай что-нибудь для своей мечты. Как на кружке написано, которую подарили нам. Да, у нас в инкубаторе кружка есть, даримая на выпускной всем, на которой написано, что сделаешь сегодня что-нибудь для достижения своей мечты. Да. То есть самое главное — делать что-то каждый день. Даже можно через день. Через день. А еще что-нибудь? Думать об этом. Думать об этом. Да. Думать, искать знаки, делать. Самое главное — это делать. Вот. И верить в себя. Отлично. Вот такие вот составляющие. Спасибо большое, Таня. Пожалуйста. И большой тебе удачи. И надеюсь, что мы следующее наше включение, так сказать, можем сделать уже во втором твоем детском садике. Хорошо. Договорились. Теперь все, нет у меня пути обратно. Нет пути обратно. Да. Спасибо.